Говорят, что журналисты – это глаза и уши общества. Но хочется добавить, что это еще и язык общества. Профессия журналистов очень сложная и очень тонкая. И поэтому в зависимости от того, насколько развита журналистика в стране, зависит многое. Зависит будущее этой страны. Тем более, когда мы говорим об этножурналистике, в такой многонациональной стране, как Российская Федерация, следует понимать, что это накладывает большую ответственность на всех нас, присутствующих здесь. Конечно, многие могут возразить, сказать, что журналисты иногда пишут не то, что необходимо обществу, или же разжигают рознь. Есть такие обвинения. Но это прежде всего показатель нашего нравственного с вами развития. Конечно, и среди властных структур, и среди общества есть те, которые могут воспротивиться свободной журналистике, этой очень важной деятельности. Ведь, поверьте, человек глухой, немой, слепой, он не может чувствовать себя уверенно. То же самое и общество, глухое, слепое и немое, оно не может чувствовать себя уверенно. И такая страна с таким обществом, она не может двигаться дальше, она не может развиваться, чувствовать себя уверенно и на внутриполитическом поприще, и на международной арене. Поэтому еще раз очень важно подчеркнуть, что журналисты и журналистика играют очень важную роль в жизни страны, играют очень важную роль в жизни общества. Для нас очень важно, чтобы было развитие нравственного общества. Одного лишь развития общества за счет издания всеразличных законов недостаточно. Потому что самые нравственные нормы, они являются самыми важными для общества. И они больше развивают его. Призрачно все в этом мире бушующем, есть только миг, за него и держись, есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует, вечный покой для седых пирамид, как для звезды, что сорвалась и падает. Есть только миг, ослепительный миг, как для звезды, что сорвалась и падает. Есть только миг, ослепительный миг. Конечно, жизнь многонациональной России, мы много лет работаем в этой области и можем сказать, что она гораздо богаче, разнообразнее, интереснее, сложнее, чем, к сожалению, это представляется в средствах массовой информации. И в этих условиях, безусловно, одна из важнейших задач – это, я бы сказал, может быть, сделать перезагрузку наших ориентиров, перезагрузку наших профессиональных устремлений в том, чтобы мы могли более профессионально, более глубоко и, наверное, в соответствии с теми целями и задачами, которые сегодня выдвигает жизнь, общество, программа, стратегия, которую вот недавно в своем указе утвердил президент Российской Федерации, стратегия государственной национальной политики. Вот складывается такой парадокс. При всем, что сегодня развиты средства массовой информации, коммуникации, интернет,
мы, к сожалению, наше информационное поле настолько уплотнено, и что оно не позволяет, во всяком случае, мы плохо знаем друг друга. Вот такой парадокс. Мы плохо знаем культуру, историю друг друга. Мы плохо знаем выдающихся деятелей культуры, ученых, замечательных выдающихся деятелей народов, представляющих нашу большую национальную страну. Поэтому, конечно, сегодня одна из важнейших задач – это рассказывать больше об этих людях, рассказывать больше о позитиве. Сегодня, как никогда, может быть, нам необходимы образы созидательные, образы объединяющие. И, на мой взгляд, задача средств массовой информации как раз больше рассказывать о позитиве, о созидании, о том, чем мы можем гордиться, как вот в словах нашего гимна. Мы не должны стесняться говорить о дружбе народов, потому что вот иногда приходится сталкиваться с тем, что некоторые специалисты, ученые, политики отрицают это понятие. Хотя мы видим, что в стране это востребовано жизнью, создаются дома дружбы народов. А почему средства массовой информации очень мало пишут об этом, отражают мало? И вообще мало пишут о том, что хорошего в нашей межнациональной жизни происходит в стране. Сегодня погоду, в том числе и на национальной вот такой, в этой среде, делают федеральные СМИ, федеральные каналы. И если будут найдены какие-то рычаги сотрудничества, воздействия, чтобы был установлен какой-то контакт и была возможность освещать проблемы национальностей, этнических групп, вот выйти на федеральный такой уровень, чтобы действительно у людей была возможность получать информацию, чтобы мы не варились в собственном соку и рассказывали друг другу и себе, какие у нас замечательные традиции, какие мы толерантные и так далее, а чтобы в стране была возможность получать эту информацию. Потому что, как говорил один из наших коллег американских, мы сегодня утопаем в море информации и задыхаемся от нехватки знаний. Вот в обществе нехватка знаний друг о друге и вот о культуре национальностей, проживающих на территории нашей страны. В храме нет дверей, поразбито все, заколочено. Куполов глубок, ржавый прах и тлен, и кружат стаи воронов, и растет трава из грядущих стен. Облака летят, площадь порваны. Молю под куполом Руси, Господь спаси и сохрани свои народы сбереги. Господь спаси и сохрани. К сожалению, мы живем в последние годы в стране, которую потрясают межэтнические конфликты. Они происходят не только в Москве, и, к сожалению, это тронуло многие города России. И очень большому сожалению, повторяю, во многом это иногда становится и виной самих журналистов, которые подогревают вот эти вот межэтнические страсти, которые не понимают ответственности за каждое сказанное слово, не понимают своей роли в этом процессе. Азербайджанские СМИ здесь, в России, стараются, пытаются внести свою лепту в тот общий фон доброжелательности и миролюбия, который мы считаем важным укреплять в России. Если вы посмотрите на саму идею, которую мы
буквально каждый из выступающих хвалит и действительно за положительные черты, то можем увидеть и обратное, когда на таких важных совещаниях, к сожалению, не присутствуют федеральные каналы, да, российские и так далее. Это уже определяет то, что какие-то приоритеты общества именно задаются в русле того, что на самом деле обществу преподносится то и диктуется то, что им должно быть интересно. На самом деле общество разное, и во многом общество хочет, скорее всего, избежать какого-то радикализма, особенно в межнациональных отношениях, и слышать более добрые, полезные советы, которые мы слышим здесь, нежели то, что нам практически с утра до вечера транслируют по телевидению, по федеральным каналам. Я хочу, чтобы мы, будучи какой-то силой, будучи носителями какого-то определенного потенциала, именно старались сделать так, чтобы противопоставить, если даже это нужно, свой труд, свои старания и свои идеи тому изрядно тенденциозному, которое иногда следует с точки зрения вот федеральных каких-то средств массовой информации, которое пытается быть нам преподнесено как некая истина и так далее. И любил я очень голубые. Теперь люблю я черные. Те были милые такие, а это непокорные. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать увидел вас я недобрый час, часто снится мне полуночной тьме и мерещится счастье близкое, а проснулся, ночь кругом темна, и здесь некому. Пожалейте меня, не встречал бы вас, не страдал бы так, я бы прожил жизнь. Улыбаючись, вы сгубили меня, очи черные, унесли навек мое счастье.